Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы не потерять новые видео мастер-класс. А сегодня у меня очень интересный мастер-класс из красивых ниточек меринос и шелк. 375 метров в 50 грамм. Компания «Три барашка». Сегодня мы будем вязать по такой замечательной схеме интересный, красивый, креативный палантин. Вот такой вот. Очень интересный получается. Вяжется просто, но за счет красоты пряжи такой вот интересный получается у нас палантин. Или может быть это шарфик будет на подарок 23 февраля или себе любимой. Ниточки так красиво выглядят. Можно будет заказать в любой момент, и доставочка вам доставит. А пока предлагаю посмотреть, как эта красота вяжется. У меня вот такая невероятно красивая пряжа заказала, пришла из магазина «Три барашка». Это меринос плюс шелк. Очень мягкая, теплая, нежная пряжа креативного окрашивания. Ссылки под описанием. В описании под видео обязательно напишу, где можно посмотреть такую пряжу. Пряжа необыкновенно красивая. И вот такое окрашивание создает неповторимую любую работу. Можно просто вязать столбиками, без всякого узора, и будет красиво. А у нас будет очень интересная работа. Сегодня мы будем вязать палантин, а потом из этого палантина и еще одного узора будем конструировать интересную кофточку. Пока предлагаю посмотреть, как вязать палантин. У меня вот такая есть схема интересная. И ниточка 375 метров 50 грамм. Казалось бы, она очень тоненькая, но в то же время достаточно интересная. И крючок я взяла 2,75, которым я обычно вяжу. У нас раппорт узора 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель. Нам нужно набрать 3 раза, то есть 18 воздушных петель. И провязать интересным достаточно способом. Узор ажурный, но очень интересный. Набираем петли. Я набрала 18 воздушных петель по узору. И вяжем первый ряд. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушную петельку сделали. И в первую же петлю вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Внизу пропускаем 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. За счет вот такого интересного окрашивания очень интересно вязать. Прям такие красивые переходы. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петельку столбик без накида. Это у нас первый ряд. Второй ряд точно такой же. Мы делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В это же место мы вяжем столбик без накида. Вот наш второй ряд. Вяжем в обратную сторону. Третий ряд вяжем не 5, 6 воздушных петель, но также столбик без накида. И четвертый тоже 6. И уже в пятом интересная такая вот смена узора. Вот такое начало работы у нас есть. Первый воздушный петли, наборный ряд. Второй, третий ряд по 5 воздушных петель. И 2 рядочка по 6. И теперь мы немножко меняем. Смотрите, получается у нас пятый ряд. Мы набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И подсобираем 2 рядочка. Что это значит? 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 2 арочки в
центре 2 оставляем. И 2 арочки мы вяжем вот таким образом. Провязали. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Вместе провязываем 2 воздушные арочки. 1, 2, 3, 4, 5. По центру подхватываем, провязываем 1, 2, 2 воздушные петельки и в столбик без накида вяжем столбик с одним накидом. То есть у нас вот такая небольшая смена рисунка произошла. Теперь опять воздушная петля, столбик без накида, 2 воздушные и уже по центру столбика вяжем столбик без накида. То есть мы вяжем с вами 6-й ряд, просто ровненькие столбики. Столбики без накида и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть у нас по центру будет по 5 воздушных петель, 2 рядочка. 1, 2, 4, 5. Вот мы такой центральный узорчик, да, вяжем. 2 воздушные петельки и в 3-ю петельку вяжем столбик без накида. Вот. 7-й ряд опять 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Вот наша задача какая. Теперь по 6 провязываем. 2 рядочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Узор очень простой. 1, 2, 3, 5, 6. Легко запоминается. И столбик с одним накидом. Вот. Это мы с вами провязали 7-й ряд. 8-й просто такой же повтор. Воздушная петля, столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы с вами чередуем по 5 2 рядочка и по 6 2 рядочка. 1, 2, 4, 5, 6. И вот те 2 рядочка, которые у нас у 6 по 6, мы завершаем вот такой перемычкой. 1, 2, 3. Вот. Теперь мы также вяжем. Здесь что нужно заметить, что 1, 2, 3, 4, 5 рядочков мы вяжем столбик без накида. 5. Потом столбик с накидом, без накида и с накидом. И опять 1, 2, 3, 4, 5. Это нужно запомнить обязательно начало, в самом начале и в самом конце. Чередование. 5 просто столбики без накида, потом столбик с накидом, без накида, с накидом. И опять 5 просто без накида. Схему я обязательно покажу. Вот мы сейчас с вами провязали 2 по 5 рядочка, 2 по 6. Вот. Теперь воздушная петля, столбик без накида. После того, как у нас 6 провязано, мы с вами вяжем простые 2 рядочки и соединяем. Как 2 ряда провязано, значит нам нужно сделать вот такую перемычку. 1, 2, 3, 4, 5. И перемычка у нас по центру идет. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Так, что это я здесь не провязала столбик с накидом, да? Провяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот
Вот такой у нас узор с вами достаточно симпатичный получается. То есть мы перемычки каждые несколько рядочков перемещаем по центру и получаем вот такой узор. И за счет еще очень красивой пряжи получаем такую красоту. Я набрала, конечно же, не по схеме, а так, как я посчитала нужно. Можно посчитать. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 раз по 6 воздушных петель и начала вязать вот такой палантин такого размера. Получилось у меня 25 сантиметров. 25 сантиметров. Это у меня будет основа для кофточки, которую мы впоследствии будем конструировать. Сегодня это пока у меня идет шарфик, палантин, узор красивый из невероятно красивых ниточек компании. Я купила 3 барашка, меринос плюс шелк. Вяжем на ту длину, на ту высоту, которая необходима. Я озвучу, сколько это нужно сделать. Узор мы с вами разобрали, схема хорошая, по ней можно вязать, и вяжем палантин. Провязывая по схеме, которую мы с вами разобрали, у меня получился вот такой красивый, шикарный, я бы сказала, палантин за счет того, что ниточки очень красивые ниточки. Напоминаю, это меринос плюс шелк, компания 3 барашка. Можно заказать и получить вот такой невероятный окрас. Вообще ниточки чем хороши, что даже можно без особого узора просто столбиками связать, будет очень красиво, мне кажется, прям за счет красоты пряжи, да? Вот, получился такой шикарный, очень красивый палантин. Кстати, можно вполне связать такой палантин на подарочек нашим мужчинам на 23 февраля. Потому что схема простая, узор получается очень и очень симпатичным. В среднем размер 1,5 метра для такого палантинчика. Или это может быть шарфик у вас будет. Если связать в 2 оборота, это 2 метра. Вот. Я думаю, у всех получится. И надеюсь, вам тоже эта идея понравится. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы не пропустить новые ролики. А еще этот палантин, это будет у нас основа для интересной креативной кофточки. Первая часть узора. Через пару дней будет вторая часть узора. И 14 февраля мы соберем красивую, интересную кофточку.